Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим об оптической компенсации и тесте на читаемость. Когда мы рисуем буквы, мы обычно смотрим на них в большом размере, то есть мы буквально оттачиваем каждую детальку, каждый элемент нашего глифа, чтобы он смотрелся красиво в увеличенном формате и так далее. Но по факту обычный пользователь, который будет пользоваться нашим шрифтом, он не будет его рассматривать, так сказать, всю эту красоту в большом размере. Поэтому есть большая вероятность, что когда он будет использовать наш шрифт в каком-нибудь маленьком размере, в текстовом, допустим, там что-то типа такого, все те тонкие детальки, все те моменты, которые мы с вами сделали, они могут превратиться просто в кашу, потому что мы не оптимизировали наш, скажем так, шрифт, не оптимизировали его рисунок, и поэтому какие-то вот оптические моменты не очень хорошо себя проявили именно в мелком размере, поэтому это стоит учитывать. И для этого нам нужно провести своего рода аудит нашего шрифта, чтобы навести порядок в нем. В типографике есть термин серебро набора, который описывает то, как наш шрифт в потоке непрерывного текста выглядит, то есть насколько баланс между открытыми формами букв, с закрытыми формами букв и так далее между собой взаимодействует так, чтобы в тексте, который набран в большом количестве, не было каких-то пятен, либо светлых, либо темных. Поэтому если мы посмотрим на много глифов, которые мы с вами выбрали, если это какой-нибудь вот такой маленький текст, ритм, он либо однородный, либо неоднородный. И вот наша задача найти баланс между оптической вот этой вот красотой и визуальной красотой. Поэтому наши глифы нам нужно немножко своего рода, наверное, ухудшить. Если вы делали ваш шрифт максимально пропорционально, максимально математически правильно и так далее, по факту в итоговом использовании это смотреться будет не очень хорошо. Поэтому нам некоторые вещи нужно будет немножко облегчить, несколько вещи какие-то вот где-то немножко погнуть так, чтобы в общей картине это выглядело нормально. Поэтому мы сейчас с вами этим займемся и вообще, в принципе, уберем все фильтры, все какие-то там сложные комбинации скин-фильтров и так далее, потому что в итоговом файле этого всего не будет. А если мы это все не уберем на этапе подготовки шрифта к релизу, это даст непредсказуемые результаты. То есть контуры могут быть не совсем корректно выглядеть, какие-то непонятные будут узлы и так далее в финальном уже файле. Вот, поэтому наша задача сейчас привести все в порядок. Для начала мы с вами разберемся с оптической компенсацией. И для этого нам понадобится список глифов, которые мы с вами в большом таком потоке вставим и будем смотреть, есть ли какие-то чернящие моменты, условно говоря, или нет. Вот. А как это вообще делается в плане того, чтобы понять, где нужно что-то добавить, а где нужно добавить, это дело насмотренность. Чем больше вы делаете шрифтов, чем больше шрифтов вы изучаете других авторов, тем больше вы развиваете свою насмотренность и уже понимаете, где что нужно облегчить, где нужно что-то утяжелить, например. Ну, из самого банального это вот эти вот элементы в букве А, в букве V, W и так далее. Если сделать их математически равномерными, то в месте стыка они будут очень сильно чернить. Поэтому нужно их там облегчить, сделать более тонкими, чтобы в маленьком размере это смотрелось все более-менее корректно. В общем, переходим на сайт, на котором мы можем взять шаблоны текста. Вот этот сайт нас интересует. И нас интересует вкладка с... Сейчас посмотрим, где у нас тут. Со всеми символами. Так, латин 1, текст. Вот, Kern. Мы берем, копируем ее для начала. Переходим в режим текста. Вставляем сюда. И вот теперь вот здесь мы можем посмотреть, как это в мелком размере происходит. Ну, вообще, если у вас экран не очень высокого разрешения, то прям вот идеально у вас рассмотреть все не получится. Но, тем не менее, даже здесь, в принципе, видно, что есть какие-то моменты, которые немножко чернят. Например, вот здесь буква М. И там надо делать их полегче. И при этом это нужно сделать на каждом из слоев. Так, здесь можно чуть-чуть побольше.
зажатым альтом. В принципе, посмотрите, видно, что вот, наверное, перекладину, диагональ, точнее, в букве N желательно сделать чуть-чуть помягче. Можно включить размытие, чтобы в таком вот варианте увидеть, что M сама по себе достаточно сильно чернит. В букве R тоже что-то как-то все темновато, поэтому можно чуть-чуть их облегчить, и уже непосредственно вот это мы оставим, чтобы он текст не поменялся. Я тут какое-нибудь изменение внес, и теперь, когда я переключусь вот сюда, здесь у меня ничего не изменится, потому что если у меня в режиме эхо будет, то он будет просто дублировать содержимое вкладки. Поэтому я просто здесь ставлю пробел и перехожу уже непосредственно вот сюда, выделяю все эти глифы и начинаю править. И здесь я могу посмотреть, как это все у меня работает. Ну, например, вот здесь я могу в букве А немножко облегчить. И мы сразу видим, как это все меняется. Вот здесь, например. Вот так. Например, вот здесь можно. Проект достаточно тяжелый, поэтому, конечно, здесь плоховато. Вот, допустим, вот это я могу с зажатой C облегчить. Вот это немножко облегчить. И вот здесь уже немножко проявляется больше света. Ну и вот так вот по мелочи мы визуально пробегаемся по мелкому размеру. Возможно, настолько мелкий нет смысла рассматривать, но вот какой-нибудь вот такой размер. Можно даже, в принципе, вот выбрать 12, который часто используется, и посмотреть, как это все выглядит. Ну вот букву G, например, можно немножко осветлить. Вот в реальном времени видно, как это все работает. Так, и теперь уже это не так сильно грязно выглядит. Вот, ну, конечно, проект у меня сильно тормозит, потому что он очень большой. На Mac'е это все работает гораздо быстрее. Тут ничего не поделать, на винде, конечно, приходится страдать. Вот, можно посмотреть, как это все выглядит в тонком начертании. Здесь вообще вот все достаточно красиво, но если я вот здесь вот так вот возьму и что-нибудь подвину, то мы это сразу увидим в реальном времени снизу. Вот, это что касается у нас оптической компенсации. Когда мы работаем над такой оптической компенсацией, нам нужно понимать вообще, для чего наш шрифт используется. Если это какой-нибудь акцидентный шрифт, который используется в заголовках в больших размерах и так далее, то вот такие вещи делать особо нет смысла, потому что в маленьком размере его использовать никто не будет. Особенно если там много каких-то декоративных элементов, какие-то засечки сильно навороченные, своши и так далее. Поэтому, если вдруг вы делаете какой-то шрифт акцидентный, то, наверное, вот это вот все вам особо и не нужно. Если вы делаете текстовый шрифт, то для вас это очень важно. А если вы хотите сделать шрифт, который будет подходить и для акциденции, и для текста, то тут вам нужно будет выбрать два варианта. Первый вариант — это сделать какую-то золотую середину между оптической компенсацией в большом размере и в маленьком размере. Это самый простой способ. Но тогда у вас в большом размере что-то может не очень хорошо смотреться, зато в маленьком это будет лучше, но тоже не идеально. Потому что для того, чтобы делать шрифт, использовать его в маленьком размере, недостаточно просто взять и сделать его более легким. Вообще текстовые варианты шрифтов, которые используются в размерах от 10, допустим, до 20 кегля, они имеют больше нюансов. Во-первых, там делаются более легкие контуры, они более воздушные в сравнении с дисплейной версией, которая в большом размере. Это первое. Второе. Выносные элементы у них обычно чуть выше находятся. Сами строчные символы, они тоже чуть-чуть больше делаются, чтобы в мелком размере они вот совсем маленькими не были. То есть это по факту уже совершенно другой рисунок. Поэтому, допустим, если я возьму допустим, букву C, или даже вот букву А и букву Е, открою ее, можно даже букву B рядом использовать, то если бы это был шрифт дисплейный, он у меня таким бы и был. Но в случае, если бы это был шрифт с текстовым исполнением, то у меня бы он выглядел вот так. У него были бы повыше
овалы, у него были бы выносные элементы повыше. То есть вот эта вот разница между прописной и строчной, она была бы чуть меньше. Это можно посмотреть, если поизучать другие варианты шрифтов. Плюс у них, как правило, более широкие метрики, более широкий спейсинг, чтобы в мелком тексте, как вот здесь, например, буквы не сильно прилипали друг к другу, а были чуть более свободны, то есть более читаемые, более различимые. Поэтому, по большому счету, это прям вот отдельная версия шрифта, которую мы с вами делаем, полностью переделывая оригинал. Поэтому часто вы могли, наверное, видеть, что шрифты идут в несколько версий. Это как раз таки для этого и нужно. Одни шрифты используются в мелком размере, другие шрифты используются в большом размере. Это что касается баланса оптической компенсации. Где-то это можно сделать, где-то лучше сделать раздельные версии. Если ваш шрифт делается для каких-нибудь баннеров, поэтому нам нужно, чтобы он в большом размере хорошо смотрелся, то было бы здорово посмотреть, как он вообще различим сам по себе на больших размерах в условиях разных природных условиях. Для этого нам поможет тот эффект блюра, который мы с вами уже смотрели. Он имитирует, например, видимость вашего шрифта на баннере в условиях плохой освещенности, например, туман. И вот здесь тоже можно увидеть, насколько различимы символы, насколько нужно их сделать более оптимизированно, где-то поменьше плотность контура, где-то побольше. Ну, в общем, тоже полезная штука, используйте. Есть еще вот такой вот переключатель, он у нас, скажем так, делает, как он у нас называется? Называется у нас X-Ray View. Ну, в общем, он показывает то, как буквы сами, скажем так, воспринимаются по вертикали. Не могу сказать, для чего конкретно это используется, но, в общем, такая возможность у нас есть. Мы можем это дело все комбинировать, переключать и так далее. В общем, тоже посмотрите, и, возможно, это вам пригодится, чтобы провести аудит вашего шрифта. Если ваш шрифт поддерживает больше, чем стандартную кириллицу или латиницу, и в нем есть расширенный знаковый состав, можно и нужно сделать те же самые проверки, те же самые операции и с символами, с диакритикой. Поэтому мы возвращаемся на сайт, в котором мы можем во вкладке латиницы увидеть основные символы расширенной латиницы, скопировать их и вставить в шрифт, чтобы посмотреть, как они вообще выглядят. Здесь у меня не все вставлено, но, скажем так, это нам особо сейчас здесь и не нужно. Можно пройтись по разным начертаниям, также проверить, как они себя показывают в работе, и если надо, где-то скомпенсировать, например, размеры вот этой диакритики, если она сильно массивно выглядит, либо где-то что-то поменьше сделать. Ну, в общем, основную идею вы поняли. И то же самое у нас должно быть с кириллицей. Во вкладке Glyph Set мы можем увидеть список большого количества символов расширенной кириллицы и вставить их точно так же сюда. И что-то у меня даже нарисовано. Чего-то нету, но это не столь критично. В общем, так они выглядят. Это все мы проверяем на предмет каких-то косяков, каких-то проблем с отображением и так далее. Но после того, как вы прошлись по всем символам, которые у вас есть в шрифте из списка, который представлен на сайте, можно пробежаться еще по тем глифам, которые не вошли в этот список, потому что есть некоторые символы, которые вы, например, сделали в виде каких-нибудь свош-версий, каких-нибудь версий с какими-то вот выносными элементами, какие-то альтернативы и так далее, которые, разумеется, в списке общедоступно не будут, поэтому вам их тоже желательно проверить на предмет каких-то проблем с контуром, проблем с жирностью и так далее. Мы привели в порядок наш шрифт, но пока только по таким основным моментам в плане оптической компенсации и так далее. Теперь нам в целом нужно провести аудит каждого контура, каждой буквы, разобрать все фильтры, убрать все какие-то там маски и так далее, чтобы это все в экспортированном файле было точно таким же, как мы сделали в самом проекте. Вот, но этим мы займемся с вами чуть позже. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе
ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.